Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 17 по 23 июля. Давайте узнаем, что нам хотят сказать карты. Конечно, будем реалистами, любой прогноз всего лишь карты. Реальность, конечно, будет другая, но я надеюсь, вы люди интуитивны и в образах карт какие-то подсказки вы для себя увидите. И у нас сегодняшний прогноз на двух колодах. Первая – это колода золоченого Таро с иллюстрациями Чиро Маркетти, а вторая колода – это Ленорман. Это не оракульные карты, но есть именно в этой колоде такое свойство, что она умеет подмечать что-то очень важное. То, чему мы можем не придавать, кстати, значения или как будто скрыто может быть от нас. Это именно касается нас самих, и словно акцент эти карты могут сделать. И я так надеюсь, если в отношении меня мне это помогает, то в этом раскладе недельном я решила применить ко всем знакам зодиака. И надеюсь, это тоже для вас чем-то будет полезно. Все равно, когда мы смотрим расклады, мы ведь думаем о чем-то своем. У каждого какая-то своя жизненная ситуация. Вам выпадает старший аркан умеренности. Не торопитесь на этой неделе. Что-то может, знаете, идти своим чередом, иметь какие-то свои временные рамки, промежутки. И по этой карте, знаете, очень хорошо восстанавливать силы. Понимают, что если какой-то вопрос сегодня не решился, значит и не нужно его сегодня решать. Тут все случится в свое время. Итак, мы сделаем Таро расклад и зададим наши вопросы традиционные. Первый будет: что важно знать, по мнению Таро, для вашего знака на неделю? Вторая карта: чего не избежать или неожиданности возможное? Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И три карты по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Что вы там планируете? Энергетику посмотрим. Финансы. И личная жизнь. И достанем карту Ленорман. Что нам нужно учесть или принять во внимание? Для рыб и рыбок на неделю. Итак, что важно знать? Ну, вот еще нам одна карта, семерка пентаклей, говорит о временной, может быть, паузе. Или вообще у нас дерево показано, и на нем растут пентакли. Если мы говорим дерево, значит есть корни. Корни – это значит стабильное положение. То есть мы как будто место, может быть, застолбили буквально, или что-то сделали очень правильно, или в целом обстановка для вас сейчас, она стабильно надежная. Нет каких-то перемен, нет каких-то изменений. Но и нам говорят, если опять же что-то становится на паузу, не торопись на этой неделе. И если мы перейдем на нумерологию, вся активность, все действия, они происходят как будто в 6 стадий. А седьмая или число 7 как раз и обозначает какую-то перезагрузку. Поэтому мы здесь как сохраняем больше свои уже позиции и планируем что-то на будущее, исходя из того, чего же мы достигли. И с другой стороны, если мы говорим про деньги, у нас на дереве именно деньги как будто растут, так вот деньги в рост. То есть какая-то ситуация может быть денежная, даже если задерживаются деньги, вы все равно их получите. Но это карта прогресса, можно ее расценивать и так. То есть это когда мы, может быть, и делаем вынужденную паузу, а словно дела они все равно будут продвигаться каким-то своим чередом. Но ускоряться в эту неделю две карты, как аркан умеренности, так и семерка пентаклей, нам говорят нецелесообразно. Чего не избежать? Ваша победа. Вот
6 как раз это карта победителя. И победитель знает цену победе. И он не намерен рисковать как собой, как своей победой, буквально, может быть, отдавать свою победу кому-то. И поэтому он готов быть очень сосредоточенным и понимает, что в любой момент обстановка может меняться. И хотя нам тут люди, которые рукоплещут, тоже показаны на карте, но он остается достаточно невозмутимым, и он понимает, что толпа или мнение толпы не имеют никакого значения. Толпа тоже переменчива. Сегодня она восхваляет одного, а завтра это будет другого. Вот концентрация на себе, удерживание собственных позиций, все то, что я где-то уже сказала по семерке пентаклей, но и в то же время нет никакого риска. Вот это должно быть исключено. Ну, спокойная неделя вообще-то, причем все же победа, мои дорогие рыбы-рыбки, значит, повод для радости будет. Чему сейчас не время? Королева мечей. Красивая очень карта и изображение вот в этой колоде. Посмотрите, нам представлена королева. И, кстати, как будто крылья, да, как от кадуцея жезла Меркурия или посоха Меркурия. Это где-то наша мысль или наши мысли. Это наш интеллект. Это то, что мы планируем, ну и правда, мечи, ведь это воздух, это пространство, это интернет, это интеллект, это все то, что мы планируем на будущее или наше какое-то осмысление. И я имею в виду холодное осмысление, без эмоций. И есть какая-то реальность, которую мы должны держать в центре внимания. И именно в этой колоде нам нарисованы птицы, как будто голубки, которые летают. И голубь или птица вообще, это тоже где-то как символика мысли. Помимо этого, это могут быть какие-то сообщения. Но здесь мы говорим, если о мыслях, и рядом, внизу у нас изображена как птичка, которая намеревается подлететь к кошке, ну или коту. И кошка эта изображена достаточно милая, такая безобидная и дружелюбная. Вот насколько оправдан будет какой-то риск, если мы беззаботно приблизимся к тому, что для нас может служить каким-то минусом впоследствии. Мы не должны собой рисковать, мы как будто должны просчитать свои, как минимум, ну, пару шагов вперед, чтобы исключить возможность как и риска, и каких-то минусовых ситуаций. И поможет нам в этом наш интеллект. Вот этому будет сейчас время, не время беззаботности, иначе мы как та птичка понадеемся на милую мордочку вот этой кошки или какие-то еще иллюзорные моменты, которые могут окружать нас, или мы с ними столкнемся, и мы где-то проблагодушествуем, что обстановка же спокойная, все прекрасно, а пойдет в какой-то момент все совсем не так. Поэтому вот такие холодные энергии, подмечать все то, что происходит вокруг вас. Ну, где-то королева мечей нам дополняет карту шестерки жезлов. Да, вот будет это, видимо, для вас важно. Ну, не время где-то благодушествовать или хоть нам карты говорят про своего рода паузу, где-то сделать даже отдых можно, но это не значит, что мы вот вообще расслабились и ничего не контролируем. Наоборот, здесь концентрация внимания должна быть у вас на этой неделе, по крайней мере, так говорит недвусмысленная карта. Что нам помогает? Колесница. Ну вот подмечать какие-то быстро меняющиеся события, какая-то обстановка, информация к вам может приходить, причем противоречивая, но нам помогает, когда мы умеем быстро перестраиваться, когда мы умеем правильно оценить обстановку не случайно. Королева мечей, мои дорогие рыбы и рыбки, помните вот эту птичку и эту кошку, наверное, потому что тут с одной стороны так. По колеснице нам говорят, отпускай все то, что уходит из твоей жизни. Как бы не было тебе жалко, или как бы к чему бы ты ни привык или не привыкла. Есть какая-то цикличность в нашей жизни, и чего-то мы не сможем изменить. И поэтому, если что-то или кто-то уходит, или как-то, словно пространство у нас что-то забирает, вот принять этот опыт или принять сложившийся факт. Не пытаться вот воздействовать на те события, на которые, по сути, не влияем.
И принимай, встречай все то новое, что приходит на твой порог. Умело взаимодействуй с этим, и это где-то будет вам помогать. У кого-то поездка, которая вам будет помогать. Может быть, планируемая поездка, подготовка к поездке или перемещение в последующем для вас открывает какие-то совершенно новые возможности. И в некоторых колодах Таро это карта удачи и успеха. Поэтому нам помогает вера в самого себя, воля к победе. Победа у нас уже какая-то есть, но нам придется как ее и удерживать, подмечать, что происходит вокруг и не рисковать собой. И все какие-то возможности, которые приходят, может быть, как предложения, события, извещения, какие-то новости. Нужно быстро анализировать и думать, чем это может помочь мне. А может быть, в этом какая-то для меня подсказка. Вот это будет тоже важно. Дела, работа, бизнес. Маг. Будьте магом. Вот это вообще карта мага очень соответствует где-то водным знаком зодиака. И я должна сказать, что у вас великолепная интуиция. Вот ваша интуиция, она безошибочно вам будет указывать верный путь. У вас все стихии в руках. Маг, конечно, никогда не рассказывает, что он собирается делать, но это где-то великий манипулятор. И благодаря, может быть, тому, что никто не может его понять, есть какая-то закрытость, безусловно, есть и, может быть, и скрытность, но это вам придает какое-то неуязвимое положение. И для вас нет ничего невозможного. Даже какая-то патовая ситуация для вас может быть выигрышная, мои дорогие рыбы и рыбки. Будьте магом, правда. И надо сказать, если вот у нас показывают ведь энергии как бы на эту неделю, и аркан умеренности перевернулся, и началось у нас наше гадание, расклад, как раз семерки пентаклей, тоже как бы спокойствие, да. Так вот в этих энергиях как раз маг и находится, потому что в спешке, когда мы летим на полном ходу, мы снести что-то можем и не заметить. А для того, чтобы управлять обстановкой, ситуацией, нужно подмечать все детально. И поэтому неспешность нам тоже помогает. Но здесь вы можете очень, каждый по-своему, причем в своей какой-то сфере жизни, организовать множество дел. Какой-то ваш проект точно получится. Финансы. Королева Пентаклей. На финансы вам финансы, причем стабильные финансы, те, которые прогнозируемы. Может быть, это связано конкретно с человеком. Королева Пентаклей сделала себя сама. Где-то, может быть, карта нам тоже говорит, вы на пороге каких-то перемен, может быть, в своей жизни, или ваш проект, ваша работа вам будет приносить достаточный доход, когда можно будет не считать деньги в кошельке. То есть это можно как-то развить до такого более крупного масштаба. Безусловно, для королевы Пентаклей важны идеи. Почему и у нас рядом маг? Все начинается с мысли. Все начинается с какой-то идеи, и значит своим собственным инсайтам нужно уделить внимание, как будто вы из этого тоже в последующем можете сделать деньги. Интуиция, которая вас поведет в нужном направлении, повторяюсь, но с учетом королевы Пентаклей, это есть какая-то взаимосвязь, ведь королева Пентаклей, она свою мечту делает реальность. Она во всех картах практически изображена, либо среди райского сада. Но здесь немножко не сад, но колонна с цветами и павлин. Так вот, это она тоже создала своими руками. Сначала это какая-то задумка или назовите инсайтом, а потом это воплощение в материальную форму в жизни. Вот что отличает королеву Пентаклей. И это может быть, знаете, как какая-то организация, структура, которую вы будете создавать. И так тоже вполне вероятно. Для кого-то из вас это не просто деньги будут, а может быть взаимодействие или помощь человека, который даже рожден под знаком зодиака стихии Земли, или имеет асцендент, или, кстати, даже по Луне, почему нет, Телец, Дева, Козерог. Но какая-то финансовая стабильность – это не на один день, а на какой-то последующий период, да и на эту неделю тоже, как будто карта обещает, что в личной жизни – ну, не могу сказать, что в личной жизни нам тут про любовь, холодные энергии, и восьмерка мечей нам может говорить только об одном, особенно с картой мага. Маг не может себе позволить, знаете, эмоции, как
такие радужные, восторженные, пусть они со знаком плюс, но он должен оставаться хладнокровным. Он также не может себе позволить какую-то глубокую, ненужную философию, потому что мысль, повторюсь, вот как по королеве мечей я сказала, это не эмоция, это какое-то знание или логически, может быть, где-то холодный интеллект, наши размышления, что есть по факту, и какая-то последовательность, к чему это приведет. И вам просто рекомендуют уже несколько карт в этих энергиях и быть. Как себе, ну, где-то не замыливать глаза эмоциями, не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться, так и не добавлять глубоких каких-то размышлений, ведь это карта внутренних страхов. А у вас сильная энергия, потому что мы как будто можем себе наколдовать вот такую ненужную нам обстановку или предаться размышлению о прошлом. Часто по восьмерке мечей какая-то история из прошлого может и напомнить нам, а нам уже несколько карт сказали, нам только вперед. Оставляй все то или отпускай все то, что уходит из твоей жизни, или то, что ты уже видишь, но не имеет продолжения, не имеет какого-то прогресса. Вам только в сторону прогресса сейчас, и как будто другого пути нет. Заручиться, наверное, абсолютной уверенностью, самому себе сказать, да, я маг собственных планов, собственных решений, собственной жизни. Мне стоит только захотеть. Я все просчитаю, я все ухвачу вовремя, и у меня все получится. Давайте посмотрим, что на Ленорман. Но здесь по карте это у нас два аиста как раз показаны. И здесь может быть вопросы вашей семьи. И даже если вы один или одна, тут ведь может быть буквально ваш родительский дом, отношения именно с теми, которые вам близки, дороги, или с вашей семьей какое-то время вы были. И почему я говорю были? Вы знаете, у нас колесница выпадает, и мы сказали про дорогу, про переезд. И часто как раз по аистам происходит какая-то, или обозначает эта карта, как и тоже перемещение, изменения в нашей жизни. Как будто аисты, они прилетели, улетели, и у кого-то отъезд из родительского дома. Может быть, совсем на пороге вот такие важные какие-то решения. Может эта карта означать, опять же, какие-то известия. Ведь аист у нас мигрирующая птица, и нет ничего постоянного. И где-то и вам говорят, как и новости будут приходить, самые разные. От нас вот эта энергетика потребуется, это будет для вас важно, чтобы оценить новость. А если мы говорим про эту неделю, у нас очень много планетарных событий, которые могут за собой потянуть какие-то фейки. То есть информация может быть разная. Нам могут пытаться выдать как за что-то, за какую-то правду, истину, какую-то фальшь. И нам наша задача это увидеть, оценить, что есть в реальности. И я должна сказать, есть на канале видео события до конца июля. И для вашего знака зодиака тоже. Видео условно делится на две части. И первая часть, первая половина видео, она говорит, я точнее рассказываю о планетарных событиях. Вот там много как раз на этой неделе начинает закручиваться как каких-то процессов, ну, планетарных, и они будут так или иначе на нас влиять. И в плане риска, как финансового риска, как какой-то ложной информации, как сбой в работе электронных систем расчета, или какому-то возврату в какие-то отношения, или нашему погружению в какие-то эмоции, или там еще у нас Лилит присоединяется, где-то в районе 19-22, а то и раньше, у кого-то за неделю проигрывается. Это может присоединиться какое-то чувство, знаете, как дежавю, или с учетом Лилит это какое-то зазеркалье или черная луна. И мы можем узнать какую-то тайну. Тут как раз тайна становится явным. А с другой стороны, могут быть и обманы какие-то. И потому что Лилит присоединяется к Солнцу, а Солнце это у нас еще такая горячая энергия, страстная энергия. И нам или мы можем столкнуться с людьми, которые нам будут что-то доказывать. Вот так страстно, горячо, как будто на самом деле есть такой факт, понимаете, она по сути этого не будет. То есть нам с чем-то не ошибиться будет важно. И то же самое это касается Меркурия, потому что 23 числа к Меркурию присоединяется опять же это Лилит или черная луна, а Меркурий это у нас
Информация, это системы расчета, это где-то и интернет, это какие-то, ну, совершенно разноплановые, разношерстные, информация или сам по себе информационный хаос, когда нужно будет сохранять какое-то хладнокровие и реально оценить обстановку. Поэтому скучать вам будет некогда. Но нам, может быть, карты поэтому и говорят, ты не торопись. Если ты не будешь в каком-то режиме спешки, ты правильно распорядишься как и ресурсами, так и правильно сможешь увидеть, что же в действительности или что означает та или иная новость или событие. Ну, я надеюсь, что для многих или для большинства это какие-то, может быть, переезды, перемещения, или, может быть, вы дома будете что-то реструктурировать, но как будто, знаете, меняется очень важная составляющая вашей жизни, то, что мы называем моей цитаделью, или то мое место комфорта и благополучия, где я себя чувствую защищенным, неуязвимым. По сути дела, маг строит свой дом на длительное будущее. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.